Всем привет, новый день. Начинаем дальше работать. На улице минус 8 сегодня. Дубачок. Так, что у нас тут? Лампочку надо повесить сейчас. Ну, плюс, ну и холодно. Сейчас новую лампу вкину. Ну нахер. Бодряк. Лампа, которая сдохла, да сейчас заменить на другую. Короче, брал в КСК. Стоимость 16,70. Лампа. Вот такая вот лампа. То есть они дают 2 года с даты реализации. То есть со вчерашнего дня по чеку. Гарантия. Где-то у меня есть на ту лампу чек. И если приехать, я его вчера уточнил, просто им отдаешь, они тебе взамен точно такую же сразу безоговорочно дают, если она не работает. Поэтому сейчас сниму ту лампу, эту вкину. Надо посмотреть, блин, чек, да съездить поменять на новую лампу. Ну что, вкинул я лампу новую. Теперь света стало значительно больше тут. Да, получше стало. Еще тут в рабочую зону надо вот сюда бахнуть пару штук. Одну и вторую. Так. Надо сейчас найти к ней. Смотрю, блин, старая она. Вот эта, которую я снял. Она по году выпуска. Я, блин, не помню, чтобы это не та, которая у меня до хрена висит. 16, 12, 17 год. Да, 17 первый стоит. Так, начинаем собирать наш скутер. Колесо уже готово, в принципе. Сейчас останется нам поставить колесо, разобраться. Поставить колесо, разобраться с задним суппортом, в принципе. Все можно собирать. Отмыть его от этого всего говна. Здравствуйте. Центральные колпачки на диске нужны на YouTube.
Ну, они такие широкие, ну, центральные на диске 15 колеса. Ну, базу запчасти Mitsubishi Pajero Sport подвели. Я вас понял, хорошо. Мальчик, пошел ты нахер, да, сказали? У нас нет запчастей. Дали? У нас только двигатель остался. Остальное все выбросили, наверное. У нас все... Так, ну что, сейчас надо задний суппорт тогда разобрать. Поменять тоже вот эти резинки, смазать его, чтобы он ходил. И все. Задний за счет уха вот этого не хочет сниматься нормально суппорт. Так. Тоже вот у резинки уже не осталось ничего, чтобы зацепиться. Это также убитое уже. Остаток. Так, нам нужен ремкомплект такой же, как устанавливал наперед. И смазка для суппортов. Кто-то там спрашивал, какая именно. О, PFG 110 TRV. Вот такая вот смазка для тормозной системы. Ну, блядь, она и длинная эта камера. К ней надо 3 метра подходить. Это пиздец. Охуеть. Буду ходить как этот. 5 метров вот так вот подошел, хуяк скрутанул. 5 метров подошел, крутанул. Расстояние, конечно, надо и ни хера себе, я смотрю.
Эффект дыма в кадре. Сказал, что не поедет. Зайти мне в плеска, знаете, как надо, да? Я песка следую, я вчера взял. Вчера я ездил, брал там тоже химию. Да я возьму, в основном грязно. Начинаем дальше собирать наш суппорт. Отвлекся чуть-чуть. Так, устанавливаем нашу резинку. Блин, надо приблизить, наверное. Вот. Устанавливаем. Нет, еще надо ближе. Что это хуйня? Вот, идеально. Устанавливаем нашу резинку на суппорт. Блять, ребята, на видеокамеру снимать это трэш. Она так далеко стоит, когда начинаешь снимать. К ней надо бегать очень-очень дохера. То есть, да, на экшн-камеру повеселее снимать. Ну, сейчас просто ради эксперимента посмотрим качество картинки на видеокамеру. Сравним. Этот ролик сравним с предыдущими роликами. Ради спортивного интересу посмотреть, как качество, собственно. Так, вот устанавливаем наши резинки сюда. Это, собственно, все, что нам надо было заменить в этом суппорте. Нажимаем наши цилиндрики. Не помню, пластинка это чуть-чуть. Пластинка это наша чуть-чуть. А не идеально. Можно ее также заменить, вот эту вот, которую противоскрипную, как она правильно называется, пластина. Вот наша старая. Ну, тоже еще в бодром состоянии вообще. Так, и по стандарту берем нашу смазку, закидываем в одну направляйку чуть-чуть и закидываем во вторую направляйку чуть-чуть. Все, смазки заложили мы. Направляйки я вытер эти, вот это уже больше получило, видите, по сравнению с передним суппортом, когда я показывал. Все, суппорт защелкался, сразу на резинке он плотненько становится, вот так. Вкладываем одну колодку, вторую. Если у кого закоревшие болты, лучше их заранее пропырскать ВДшкой, пусть откисают. Чревато последствиями, если
Вот эту вот свернуть здесь прям. Запалишься ее. Первое, это выкручивать оттуда. А второе, что потом хрен такой болт, где найдешь. Так, да, забили. И вот сюда еще сразу одеть новую резинку вот такую. Так. Это есть. И пару раз просто на тормоз нажать, чтобы суппорт колодки свелись. Все, готово. Вот теперь задний суппорт еще походит, скажем так. Так, осталось мелочевки в принципе. Сейчас осталось мелочевку зажать, поставить глушитель. Старый хлам. Покатился. Да. Сейчас нам надо поставить глушитель. И сразу установим новые вот такие вот крутые гайки. Потому что помните, да, я откручивал, одна была, а вторая была обычная гайка. Вот такую гайку откручивать очень удобно потом при дальнейшем ремонте. Они недорогие, эти гайки, поэтому проще сразу закрутить хорошую и потом удобно все это дело откручивать без напряга. Мне нужно купить правильные диски. Нет, ну там капитал. Оригинальные диски. Диски Монтера под 2001 года. Олежку опять послали нахуй. Да, Олежка? Без названия производителя диска я ничем не могу помочь. Они тебе надо, блядь.
Так, лучше после установки глушака сразу проверять. Завести, послушать, чтобы нигде ничего не секло. Потому что бывает, когда прокладка вылет, ты их заметишь. Нет, поэтому все нормально. Подляпывание есть, собственно, коленвала с правой стороны чуть-чуть. В принципе, поедет пока. Так, что нам осталось? Нам осталось поставить зеркала, вот этот пластик, подседельный пластик, и все. Можно мыть и отдавать клиенту. Да, я не помыл перед тем, как его сюда пригнали, потому что не было возможности его помыть. Он сразу был весь разобран. А лезть в разобранный скутер, где снято было там большинство, нет вариантов вообще. Здорово. У Ильюхи на скутер-базе. В воскресенье буду выезжать на Черкасы. А вы где там еще? Где вы, что вы? Смели? Вы за Смелой в деревне там. Я понял. Так вы запчасти выгрузили? С утра? Так а вы на офис ездили, так документы отметили, деньги забрали?